Та-да-там, во что бы поиграть, во что бы поиграть. Играл вчера в Tomb Raider. Оу, привет, ребят! Сегодня мы играем с вами в GeForce Now. И, казалось бы, уже было у нас видео про GeForce Now, но мы все-таки с вами поиграем на Amazon Fire Stick 4K, вернее на Amazon Fire Stick TV 4K. И это приставка, которая в акции обычно покупается за $25. И она, казалось бы, ничем не примечательна. У нее 1,5 гигабайта оперативной памяти, у нее хранилище там 8, у нее MDK процессор, и она вообще в виде стика. И многие бы плевались, но сегодня я, скажем так, отвечу всем, можно ли играть на Amazon Fire Stick TV 4K или нет. И во что можно сыграть. А играть мы будем с вами не только в, скажем так, в GeForce Now игры. Мы загрузим еще что-нибудь с вами из маркета, который есть на самом Fire Stick 4K. Кстати, действительно очень крутая приставка даже в стоке. Многие не понимают, что такое Fire Stick 4K. И скоро будет уже видео на канале по полной настройке Fire Stick. И даже, возможно, мы его будем рутовать. Но я люблю вообще сток. Сток мне вообще заходит. Ну и, конечно же, в этом видео я вам покажу, как установить GeForce Now на ваш Fire Stick. Но сначала мы с вами протестируем геймплей. Короче, поиграем сегодня с вами в GeForce Now. Многие не верят, что это возможно. Поиграем в Xenoverse, поиграем Asphalt 8. И это все работает на этом самом Fire Stick 4K. Вот он у меня подключен. Ничего стороннего у меня нет. Я буду использовать мышь Rappu, самую обыкновенную Bluetooth мышку. Очень дешевую, и буду использовать мой любимый геймпад IPEGA 9089. Что самое интересное, IPEGA 9090 у меня не захотел подключаться. Вот ни под каким предлогом, я не знаю почему. 9089 зашел как родной. Просто даже в раздел Amazon Gamepad он просто-напросто подключился. И еще и работает режим мыши в играх. Вообще отлично. Вот, кстати, я сейчас геймпадом управляю интерфейсом. Вы это все видите на заднем экране. Что еще интересного? Интересно это то, что данная приставка имеет Dolby Vision, имеет Dolby Atmos в Netflix. И вообще можно на ней проигрывать торренты, и она очень-очень дешево стоит. Покупать можно на Amazon через посредников. Ничего сложного в этом нет. Ссылки на приставку лежат в описании под видео, как и ссылка на чат, где эту приставку, откровенно говоря, сношает. Сношают, еще раз сношают. Ребят, не обижайтесь, но, блин, это так и есть. Вы там полные извращенцы. В кавычках. Ну и, конечно же, кроме группы с этими самыми извращенцами, в описании под видео лежит оригинальный обзор на этот самый Amazon 4K TV. Fire Stick TV 4K. Я путаюсь постоянно в его названиях. Ну что ж, подписываемся, нажимаем колокольчик, потому что очень много всего интересного есть, было и будет у нас на канале, а также розыгрыши ценных призов, подарков. На текущий момент это Nvidia Shield TV Pro 2019 года. Ну и, конечно же, в описании под видео есть ссылки на наши паблики, плюс на наш второй канал. Ну а сейчас я говорю вам хавабанг, ребята. Это же Бубльгум. Поехали играть на Amazon Fire Stick 4K. Воу, мы в меню. Давайте посмотрим, что у нас есть в маркете по играм. У нас есть Apps и есть Games. На самом деле, сам по себе Amazon, несмотря на то, что он маленький, слабенький, как многие думают, хотя это не так, для него создано достаточно большое количество игр. А вообще, если честно, то подходит большинство Android игр. Да, правда, из-за небольшого количества памяти вы их установить сразу не можете. Но, допустим, в случае с GeForce Now вы можете играть практически во все без привлечения внутренней памяти. Да в любой сервис стриминговый. Что мы здесь имеем? Есть категории Action. Например, в тех же экшенах есть у нас Red Ball старый, очень много аркадных игр. Есть даже игры посерьезнее. О, кстати, Goats есть. Goat симулятор козы. Обожаю эту игру. Есть у нас Dino Safari, даже был где-то какой-то у нас, по-моему, Shadowgun, R-Type 2 есть. Есть Xenoverse, мы его уже установили. Что еще есть? Street Outlaws, кстати, неплохая игруха. Но она стоит $1. Да, в основном на Амазоне все стоит какие-то денег, но это стоит копейки. Но дело в том, что все это можно устанавливать немножко по-другому. Ух ты, даже есть Кармагеддон. Как такое возможно? Кармагеддон есть. Вау, классический Кармагеддон. Надо будет поиграть.
Слушайте, что еще есть, что еще есть? Да есть очень много игр на самом деле, как вы видите. Если полистать, вы здесь найдете и Asphalt 8, и Shadowgun, но нас интересуют более тяжелые игры для того, чтобы показать возможности этого бокса. Для начала проверяем геймплей. Я хочу вот до GeForce Now, мы запустим с вами Asphalt 8, геймпад у нас подключен, и запустим с вами Xenoverge. Не самые легкие игры для Smart TV боксов, и многие Smart TV боксы на среднячковых процессорах испытывают проблемы именно в таких играх. Вводим наш возраст, указываем, что я мужчина, и нажимаем Accept. Здесь даже показано, что это можно играть с пультом, с обыкновенным пультом, но мы будем играть с вами на геймпаде. Как мы видим, интерфейс абсолютно не тормознутый. Вот он увидел мой геймпад. Вау, Ferrari, что за прикол? Ну, ее надо покупать, к сожалению. И мы уже в самой игре. Кстати, игра действительно неплохо работает, и в этом мы с вами сейчас убедимся. Так, чем тут газовать вообще? О, у меня геймпад отключился. Забыл подключить. Все, геймпад connected, поехали. Слушайте, ну вот даже на старте не вижу никаких протормозов, никаких профризовок, тормозов. Поехали, поехали. Блин, для меня непривычно немного. Непривычно настолько, насколько, допустим, я бы играл на компьютере в какие-нибудь слабенькие игры. На самом деле очень неплохо работает сам по себе Asphalt 8 на этом самом Fire Stick. Вот буквально немного проедемся, мне очень нравится. Притом, вот я попробовал только что на пульте, вот на пульте он поворачивает, то есть можно играть на пульте, а можно играть на геймпаде, на той же IPEGA 9089, и никаких вопросов это тоже не вызывает. Сейчас попробуем тут газануть. Слушайте, ну управление точно такое же, как на Android девайсах. Да, в принципе, это Android. Да, это не Android TV платформа, это не чистый Android. Это такой себе Amazon Fire OS, как они его там называют. Не помню, честно говоря, что они там перемудрили. Давайте попробуем бочечку с вами фугануть. Воу! И отлично. Фух, ребят, короче, вы поняли, да, что асфальт, допустим, тот, который иногда, вот видите, вот там вот блики вот эти вот солнечные, которые у нас есть, сейчас покажу вам, вот мышкой, вот эти солнечные блики, это все из, скажем так, из того, что у нас эффекты должны быть не на минималке, а здесь нет возможности установить видеоэффекты, к сожалению, кстати, интересно, ну да ладно. Но работает она отлично. У нас нет возможности проверить нагрев, да я вам честно скажу, она и не греется. На МТК процессоре все это отлично работает. Давайте с вами попробуем поиграть Xenoverge. Дело в том, что, как вы видите, то есть я не использую никаких сторонних очисток памяти. Кстати, вышел в поиск, не нужно мне в поиск. Никаких сторонних очисток памяти, ничего. Я просто переключаюсь, просто выхожу по домику на главный экран и нажимаю на следующую игру, буду в нее играть. Вот наш Xenoverge, и здесь я уже играл, если честно. Поехали. Что здесь за автоматик? Сейчас мы что-то здесь возьмем. Здесь можно что-то купить. Нас это не интересует. Поехали стрелять. Давай, 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 давай. Дробовичком. Всех приколбасим. Все нормально. Xenoverge тоже работает. Ой, здесь радиация, это плохо. Xenoverge тоже работает просто идеально, без фризов, без тормозов. И вот многие говорят, что 1,5 гигабайта, допустим, для такого стика, ну, допустим, для приставки. Многие жалуются, что 2 мало. Здесь 1,5 и работает, оу, здесь еще какой-то монстрила. Куда вас всех прет? Здесь на 1,5 она работает просто идеально и без каких-либо вообще вопросов. Поэтому я бы вообще советовал рассматривать Fire Stick TV 4K. Это вообще отдельная каста Smart TV боксов. Все многие знают, что у меня есть различные топ-рейтинги. Там от 50 до 100, выше 100 и до $50. Дело в том, что я этот ТВ-бокс не вносил в топ-рейтинги, потому что это не Android ТВ-бокс и не из Китая. У меня рейтинги были из Китая. Мы, когда будем делать мировой рейтинг, то мы обязательно туда включим этот бокс. Потому что даже за $50 я считаю это отличной покупкой. А учитывая то, что он до 6 раз в год выпадает в стоимость $25, то это вообще так, все, что мы там наделали, то это вообще отличная цена за $25, бывает за 34, то есть идите по ссылке в описании под видео и смотрите на стоимость, да что ж вас так много, на стоимость смотрите, вы не будете разочарованы.
К тому же доставка, посредники, которых я вам даю, они абсолютно проверенные. Настройка этого ТВ-бокса элементарна. Если кто хочет заморочиться, можно поставить root, права, удалить все ненужные амазоновские приложения. Слушайте, ну Xenowork работает просто шикарно. Выходим, давайте, home. И, конечно же, мы с вами добираемся до самого вкусного, это GeForce Now игры. Многие мне говорят, что GeForce Now, для GeForce Now нужны крутые мега приставки, то нет. Ребят, нет, на это все работает. Вот My Device через 5G Wi-Fi. Кстати, здесь один из самых быстрых Wi-Fi, которые я вообще видел. Вот мы загрузили с вами Tomb Raider в GeForce Now. Фактически, имея слабенький вот такой вот стик с поддержкой Dolby Vision, с поддержкой Dolby Atmos, с автофреймрейтом нативным, вы можете еще и поиграть в достаточно серьезные игры. Кстати, заметьте, эта приставка намного меньше вываливается в хреновый пинг, чем, допустим, те же самые там приставки на S905X, X905X2 и X905X3 процессорах. Так, здесь мы с вами должны подобрать какую-нибудь штукенцию, например, вот эту вот штуку. И должны пойти что-то поджечь. Ну, работает GeForce Now абсолютно круто. Мы с вами сейчас даже попробуем поиграть в Diablo 3. Попробуем поиграть, например, в StarCraft 2, в Hearthstone. Абсолютно бегло. Да хватит уже, пошли уже, давай. То есть это все без фризов, без тормозов, на 1,5 гигабайтах памяти. К тому же ребята, которые мучают этот стик в своих вот этих в чате, ссылка на который лежит в описании под видео, достаточно адекватно помогают всем тем, кто приобрел. Так, что нам здесь нужно сделать? Ага, нам здесь нужно эту штуку подожечь. Достаточно адекватно помогают людям для того, чтобы они могли этот стик популяризировать, вернее, чтобы они могли его перепрошить. И к тому же, все-таки очень хочется, чтобы была добавлена русская поддержка в Alexa, русская поддержка в Amazon. И для этого вам необходимо проголосовать. Ссылка на голосование тоже лежит в описании под видео. То есть мы вот просим просто-напросто взять и проголосовать за введение русского языка. Почему? Потому что очень адекватная приставка за очень адекватные деньги, с очень классными возможностями. И очень хотелось бы иметь на ней официальную поддержку русского языка. Поэтому большая вот просьба. Ну, как вы видите, сейчас на нас нападут, мы сейчас попробуем отбиться. Смотрите, сейчас будет резкий момент, какой-то хрен, и мы сейчас будем его дубасить. Давай. Отбили, побежали. Есть, прошли. Ребят, давайте попробуем следующую игру какую-то. Как вы видите, у нас вообще нет задержек на Wi-Fi 5 ГГц. При этом мы подключены сейчас Tenda AC18 на прошивках Хуха. Давайте попробуем в близзардовские игры поиграть какие-нибудь. Да, мы нашу эту закроем. Фактически сейчас gfn.ru дает возможность поиграть в игры по подписке. То есть, а теперь представьте, для того, чтобы вам купить крутой комп, вам нужно потратить как минимум, ну, допустим, чтобы поиграть в что-нибудь очень тяжелое, вам нужно купить как минимум долларов от 500 до 1000 компьютер. Сколько вы по подписке будете... О, сейчас мы введем пароль. Кстати, введем мы пароль с помощью смартфона. Это вообще просто элементарно, ребят. Потому что Fire Stick 4K позволяет это сделать. Захожу в приложение Fire TV, подключаюсь к своему Fire TV, просто-напросто пишу здесь пароль вот просто в строке, и он будет набираться. Вот я печатаю на телефоне, и оно печатает пароль прямо в моем этом самом аккаунте Blizzard. О, я ошибся паролем, вот это да. И нажимаем логин. Конечно же, он потребует у вас security код. И пускай лучше будет так, чем если бы у вас не проверяли бы ваш аккаунт и кто-то бы его увел. Так, KPD2 2ZR. Все это я, кстати, делаю с помощью смартфона, попрошу заметить. Нажимаем Submit. И мы видим, что у нас с вами появилось меню с играми. Поехали, поиграем, наверное, мы с вами в Diablo для начала. Кстати, для такой вещицы я советую вообще прикупить комплект Bluetooth клавиатуры с Bluetooth мышкой. Тогда вы вообще полноценно в Blizzard игры сможете играть. Наш Diablo загрузился. Поехали, Resume Game. Играю с помощью сейчас мыши обыкновенной рапушки. Ну, это удобно. Это удобно. И все. Вот мы видим. Абсолютно без фризов, без тормозов. Идеально работающий Diablo 3. Ребят, это круто. Сейчас мы с вами
чуть-чуть изменим вид и пойдем повоюем. Повоюем с кем-нибудь. Как вы видите, у нас не выскакивает на GeForce вообще практически сообщение о том, что тормозит ваше интернет-соединение. Нет. Вот мы пошли всех дубасить. Ой, что-то, мне надо что-то такое прикольное сделать. Давайте призовем здесь вот такую штуку. И она сейчас тут всех начнет колбасить. У меня как бы по Diablo 3 вообще вопросов нет. У меня вообще по близзардовским играм на этой приставке вопросов нет, не было и быть не может. Слушайте, вообще отлично. Давайте что-нибудь с вами почудим. О, телепорт у нас работает. Слушайте, супер. Я что начинаю заигрываться. Давно не играл в Diablo 3. И очень люблю эту игру. Еще с Diablo 1 на самом деле. Ладно, будем выходить, попробуем другую какую-нибудь игру поиграть. Ну, мне однозначно нравится. Ну что, попробуем с вами сыграть в... Давайте StarCraft 2, все-таки интересно. О, я загрузил старый StarCraft. Нет, я хочу StarCraft 2. Давайте, StarCraft 2. И поехали. Компания. Давайте новую компанию начнем. Конечно же, с новичком начнем. Итак, мы с вами в StarCraft. StarCraft 2 на Fire Stick 4K. И это действительно круто. Работает это все отлично. Давайте попробуем пойти повоевать. Без каких-либо тормозов, фризов. У меня как бы вообще вопросов нет. То есть вы можете это все играть с помощью мыши, с помощью клавиатуры, полностью все совместимо. При том, что действительно очень редко провисает то, что, вернее, выдает то, что у нас есть какие-то задержки. Давайте посмотрим на настройки графики. Это Full HD, при этом это все на ультра. Мы с вами играем в StarCraft 2 Full HD на ультрах, на этом самом Fire Stick 4K. Слушайте, а куда нам пойти? Кого-то надо пострелять, чтобы вот совсем пострелять. Давай. А, вот, Зод есть. Ну, поехали. Есть, все тут отлично. Слушайте, ну, у меня как бы нареканий нет. Не зависает, ничего не зависает. То есть у меня, когда я играю на Mi Box, допустим, есть некоторые моменты с тем же Mi Box, иногда бывает виснет, приходится перезагружать. Крайне редко. Там тоже только Wi-Fi соединение. Так вот здесь Wi-Fi соединение дает нам лучшую скорость. Кстати, мы, наверное, сейчас с вами выйдем и проверим вообще скорость этого самого Wi-Fi. Потому что очень уж интересно. Слушайте, супер. Если вам интересно, реально, оригинальный обзор лежит в описании под видео. Выходим. Я вот сложил для себя впечатление, то есть по GeForce Now играм. Вы можете здесь играть также просто в Steam игры. То есть я сейчас вот, слушайте, есть еще PUBG. Не знаю, насколько, может попробовать еще PUBG поиграть. Есть Outlast 2. Давайте, Outlast 2 здесь не совсем поддерживается. Что еще мы можем попробовать с вами? Dota 2. Ну, давайте попробуем Dota 2. Ну, вот и Dota 2 тоже работает на Fire Stick 4K. Как бы тоже у меня вопросов никаких к Dota 2 нет. Ну, вверху тут что-то мылит, но дело в том, что это демо-режим. Я покупать Dota 2 не буду, поэтому вот как-то так. Слушайте, ну выходим. Все-таки мне интересно вам показать, как это все ставится. Ну, то, что стандартные игры ставятся из маркета обыкновенного в разделе Apps для Amazon, вы это понимаете, да? А вот как поставить сюда GeForce Now игры, то это очень даже элементарно. Давайте я сейчас переключусь на свой смартфон и покажу вам это, как это делается. Вот мы на нашем смартфоне, есть у нас вот такая вот приложуха Apps to Fire. Это очень прикольное приложение. Ставится из обыкновенного маркета, то есть вы заходите в обыкновенный маркет и ищете там приложение Apps to Fire. Само собой я его установил. Что оно делает? Оно устанавливает приложение прямо непосредственно в ваш Fire Stick TV 4K, которое установлено в вашем смартфоне. То есть для того, чтобы вам установить приложение, вам необходимо, допустим, тот же самый GeForce Now. Вы заходите в Play Market, находите GeForce Now, он у меня тоже установлен фактически. Заходите элементарно в Apps to Fire. Само собой, как связывать свой Apps to Fire со стиком я не буду. Ребят, здесь просто вводите IP-адрес вашего стика, либо нажимаете Search Fire Stick Fire TVs, он находит ваш Fire Stick TV, вы просто-напросто подвязываете IP-адрес, и здесь никакого вообще вопроса нет. И выходите потом в Local Apps, ищите GeForce Now, заходите в GeForce Now и нажимаете Install. Все, он пошел его аплодить на мой Fire Stick
TV 4K, один Fire Stick Found, вот он нашел его. И потом уже все, он установился у меня, и вот он уже есть на экране. Само собой, я пропустил все этапы установки, он просто уже готов к использованию. Никаких дополнительных фишек, ничего не нужно. Поэтому выходим и резюмируем наше видео. Фактически, ребят, за 25, пусть даже вы его купили за $49.99, плюс заплатите пару баксов за доставку, вы имеете охренительный Smart TV Box. Даже если вы его не будете рутовать и не будете удалять все говно, которое там есть, то это отличный Smart TV Box с поддержкой Dolby Vision, с поддержкой Dolby Atmos, с автофреймрейтом, с возможностью поиграть GeForce Now игры абсолютно без каких-либо тормозов, и вообще поиграть даже в какой-нибудь Asphalt 8, достаточно тяжелая для Smart TV Box, обычно она их очень сильно разогревает, в Xenoverk, и много чего установить с помощью App to Fire ваш этот самый Amazon Fire Stick TV 4K. Никаких проблем это не вызывает. Поэтому, ребят, наше мнение, команда Технозон абсолютно безоговорочно рекомендует Amazon Fire Stick TV 4K. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.